Швейцарские прогулки. Выпуск 2. Факты о Швейцарии. Часть 1. Озеро Каумазея. В сегодняшнем выпуске «Почему Швейцария?», основные сведения о стране, ее привлекательность и уникальность, географические данные и роль на европейской арене. В чем же преимущество альпийской страны и как удалось этого добиться? Поговорим о климате, как меняется климат с годами. Мы отправимся с вами на местные Мальдивы, красивейшее озеро Каумазея. По пути будем любоваться живописными пейзажами. Приятного вам просмотра! Привет, друзья! Рада представить вам очередной выпуск. Прежде чем мы перейдем к обсуждению узких тем, я посчитала логичным представить вам страну в целом и пройтись по общим фактам. Таким образом, вы получите общее представление о Швейцарии и ее уникальности. Эту тему я решила разделить на 2 части, так как видео получается слишком длинным. Итак, начнем. Столицей Швейцарской конфедерации является город Берн. Страна расположилась в самом сердце Европы и граничит с 5 странами – Германией, Австрией, Лихтенштейном, Италией и Францией. Площадь Швейцарии всего 42 тысячи квадратных километров и население 8,5 миллионов людей. Для сравнения, в соседней Германии проживают в 10 раз, а в Италии в 7 раз больше людей. Швейцария не входит в Европейский Союз, но является страной Шенгенского соглашения. Это означает, что туристу въехать в страну можно, имея обыкновенную шенгенскую визу, как бы он это сделал с въездом в любую страну Евросоюза, если при соответствующем гражданстве виза вообще требуется. Заметьте эту особенность Швейцарии – свободное передвижение людей, но при этом, не являясь страной Евросоюза, Швейцария наслаждается свободой от обременений Евросоюза и пользуется возможностью развития экономики в своем уникальном русле. Здесь как бы прослеживается хитрый замысел. Права на европейской арене имеем, а ответственности особо не несем. Швейцария состоит из 26 регионов, так называемых кантонов. 6 из них полукантоны, поэтому иногда говорится о цифре 23 кантона вместо 26, если полукантоны считать по их удельному весу за половинку. Население в Швейцарии распределено территориально более равномерно, чем это мы привыкли наблюдать в других странах. В Швейцарии нет одного или 2 особо крупных городов, которые сконцентрировали бы в себе основную часть населения страны. Самый крупный город – это Цюрих, население которого составляет 400 тысяч человек. Это всего чуть более 4,5% от всего населения страны. Если говорить о Цюрихе-кантоне, то количество проживающих уже составит почти 1,5 миллиона. Это уже внушительная цифра. Цюрих является экономическим центром страны. Другие крупные города в Швейцарии – это Женева, Базель, Берн, Лозанна, Винтертур, Люцерн, Сан-Гален и Лугано. Город Берн, хоть и в 4 раза меньше города Цюрих, был не случайно выбран в статус столицы, так как находится в центральной части страны. Это делает территориально удобным для представителей, политики и дипломатов. Следующая особенность страны – это ее 4 официальных языка. В зависимости от региона страна поделена на 4 языковые группы. По изображению на карте вы видите, что 66% населения говорит на немецком, 24% на французском, 9% на итальянском и менее 1% швейцарцев
на ретро-романском языке. Некоторые кантоны являются при этом двух- или даже трехязычными. Например, Берн – официально немецко-франкоговорящий кантон, а вот кантон Граубюнден аж трехязычен. Население говорит на немецком, ретро-романском и итальянском языках. При этом стоит отметить, что даже если в определенном городе считается официальным только один язык, например, в Цюрихе немецкий, то все равно его жители в любом случае изучают в общеобразовательной школе другие национальные языки. Вдобавок к национальным языкам также всегда стоит говорить об обязательном изучении английского языка как интернационального и необходимого для бизнес-сферы. На сегодняшний день практически невозможно трудоустроиться в Цюрихе на позицию офисного специалиста, если не иметь в своем багаже знаний как минимум немецкого, английского и французского языков. При этом языки – это только дополнение к знаниям по самой профессии. Вообще, здесь владением любого количества языков никого не удивишь. В Швейцарии говорить на 4, 5 и даже на 6 языках – это нормально. Этим никого не поразить. Следующее, на чем непременно стоит заострить свое внимание, это местные диалекты. Немецкий язык в Швейцарии подразумевается не тот классический немецкий, а язык с диалектом. Почти в каждом кантоне немецкоговорящей части страны есть свой диалект. Иногда такое деление происходит даже по городам и деревушкам. В зависимости от местонахождения диалект может быть очень разным. В таких городах, как Цюрих и Цуг, диалект немецкого языка достаточно легкий. А есть регионы, в которых и коренному-то швейцарцу из Цюриха с диалектом разобраться будет нелегко. В Швейцарии своя валюта – швейцарский франк. Это сильная и стабильная валюта. Его курс на данный момент чуть выше американского доллара и чуть ниже евро. Ну вот мы и приехали на озеро Каумезее. В Швейцарии несколько озер имеют такой необыкновенно красивый мраморный цвет. Озеро Каума – одно из них. Здесь так красиво, так спокойно. Длина озера составляет 600 метров, а его ширина 300 метров. Мы находимся в кантоне Граубюнден, в местечке Флимс. Здесь основной язык жителей ретро-романский, как раз тот, на котором общается менее 1% населения страны. Подъемник на спуск вниз закрыт из-за коронавируса, поэтому мы спустимся вниз пешком, чтобы прогуляться вокруг озера. Альпийская страна обладает удивительно красивой природой. Швейцария охотно делится своим чистейшим воздухом и безупречной экологией. В стране насчитывается около 1500 озер. Некоторые из них большие, такие как Цюрихское, Женевское или Боденское озеро, а некоторые крохотные, как это. Почти 60% территории Швейцарии располагается на горном ландшафте Альп и 10% в горах Юра. Остается, что всего 30% территории – это равнина. В основном в ней расположены крупные города. Климат Швейцарии разнообразен. Если мы говорим о городе Цюрих, то летом здесь в основном тепло. Ветер бывает крайне редко, осадков немного, температура воздуха колеблется около 30 градусов. Зимой практически не опускается ниже нуля и доходит в отдельные дни до 20 градусов тепла. В последние года мы наблюдаем потепление. В Цюрихе лето приходит из года в год
все раньше и раньше. По температуре становится все теплей. Зимы проходят совсем без снега. В горах, конечно же, совсем другая картина. Зимой есть снег, а на самых крупных вершинах он даже летом не тает. В следующем видео мы продолжим беседовать об основных тезисах, олицетворяющих Швейцарию как аттрактивную и уникальную страну. Ее место в мировых рейтингах и роль на европейской и мировой арене. Политическое устройство государства. Посетим с вами местечко Флюэлен на Фирвальштетском озере. Вы узнаете, чем же обусловлен выбор места съемок следующего выпуска. Это и многое другое в следующем видео. Обязательно следите за новыми выпусками. Будет очень интересно. Ну вот, на сегодня, пожалуй, все. Переходите сразу ко второй части нашей беседы, к выпуску номер 3. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube канал. Помните, от вашей инициативы будет зависеть, насколько часто мы будем с вами здесь встречаться и какую тему обсуждать. Для индивидуальной консультации и сотрудничества пишите в Директ. Иные контакты, электронная почта, WhatsApp, Viber вы найдете на моем сайте, который указан в описании под этим видео.